Двигатель умеет делать только одно — добиваться успеха. Я не хочу переставать работать. Мне не нужен отпуск. Я не хочу расслабляться. Я хочу получить все это целиком и полностью. Давай предположим, что твоя жена разобьет тебе сердце. Если ты не собираешься идти на работу, ты больше не сможешь спать. Ты очень расстроен. Она бегает повсюду с новым чуваком. Ты видел ее историю в Инстаграм. У нее появился какой-то новый парень. Ты в ярости, ты злишься, ты ревнуешь и тебе горько. Все это есть у тебя внутри, но ты не собираешься ходить в спортзал, усердно работать и становиться таким фантастически подтянутым, таким богатым и могущественным, чтобы ни одна девушка никогда больше тебя не бросила. Ты же не собираешься этого делать. А что же ты тогда собираешься делать дальше? Так что же ты собираешься делать со всем этим, что у тебя внутри? А если это не принесет положительного результата? Это поглотит тебя целиком, и ты в конечном итоге станешь саморазрушительным или поставишь себя в неловкое положение. Или же ты можешь взять все это на себя и поставить себя в такое положение, когда с тобой больше никогда ничего подобного не случится. И люди приходят ко мне и говорят: о, вот это и случилось. Мне действительно грустно, или у меня разбито сердце, или со мной случилось что-то плохое. Я говорю: хорошо, хорошо, поблагодари Господа за то, что Он дал тебе этот неиссякаемый источник мотивации. Ты напрасно тратишь его впустую. В этом и заключается твоя проблема, но она была дана тебе. Тебе была дана закись азота. Ты просто должен использовать ее правильно. Если я буду чувствовать себя чрезвычайно счастливым и взволнованным, я буду использовать это в качестве мотивации или энергии для того, чтобы совершать удивительные поступки, творить добро и упорно трудиться. Если я почувствую себя абсолютно подавленным и расстроенным, я буду использовать это как бесконечную энергию и мотивацию для того, чтобы совершать удивительные поступки и упорно трудиться. Не имеет значения, что ты мне дашь. Энергия не может быть уничтожена полностью. Ее можно только преобразовать и передать другим людям. Не имеет значения, какое топливо ты мне дашь. Если ты дашь мне дизельное топливо, бензин, керосин, водку, то не имеет значения, какое топливо ты зальешь в мой двигатель. Мой двигатель умеет делать только одно — добиваться успеха. Если ты действительно хочешь победить, ты не можешь хотеть победы только тогда, когда ты счастлив. И ты не можешь хотеть победы только тогда, когда у тебя есть мотивация, потому что ты соревнуешься с такими людьми, как я, которые постоянно хотят побеждать. И, к сожалению, это происходит по принципу игрок против игрока. Каждая девушка, которую ты хочешь, каждый доллар, который ты хочешь, я тоже хочу получить. Ты соревнуешься с такими мужчинами, как я, которые будут выступать даже тогда, когда идет дождь, а не только когда светит солнце. И если ты собираешься быть тем человеком, который может сделать это только в одном из этих сценариев, ты обречен на поражение. Ты должен быть готов к тому, чтобы постоянно выступать. Этот мир жесток и суров. Если ты не гордишься собой, то, скорее всего, не заслуживаешь того, чтобы гордиться собой. Так что ты вряд ли будешь чувствовать себя счастливым. А еще ты только что говорил об уверенности в себе. Уверенность в себе проистекает из компетентности. Причина, по которой я уверен в себе, заключается в том, что я хорош во всем. У меня хорошо получается все, что я делаю. В тех вещах, в которых я не силен, я, конечно же, не уверен. И я знаю, в чем они заключаются. Я занимаюсь ими не так уж часто. Сейчас я создал свою реальность до такой степени, что не делаю ничего такого, в чем у меня плохо получается. Я не играю в дартс. Я не очень хорошо играю в дартс. Не так ли? Я занимаюсь тем, чем занимаюсь, тем, в чем у меня хорошо получается. Я абсолютно уверен в себе по ночам, потому что я абсолютно компетентен по ночам. А для этого нужна практика, дисциплина и мотивация. И если тебе придется несколько раз потерпеть неудачу, тебе нужно будет встать на ноги. И как я уже говорил ранее, когда я полностью изучил свой образ мыслей, а также профессиональные бои и шахматы, то и другое вместе взятое. Вот к чему все это сводится. И когда люди говорят: о, ты знаешь, у меня проблемы с уверенностью в себе, обычно я могу оглядеть их с ног до головы и сказать: да, на твоем месте я бы полностью и с самого начала боролся с уверенностью в себе. Потому что ты — это мир, в котором царит конкуренция, и на планете есть такие мужчины, как я, и такие друзья, как мои. И ты соревнуешься с нами за деньги, за девушек, за статус, за ресурсы, и все это время ты будешь уничтожен и уничтожен. Так что, конечно же, у тебя возникают проблемы с уверенностью в себе, когда конкурент может уничтожить тебя в режиме реального времени. А почему бы тебе не испытывать проблем с уверенностью в себе? Ты был бы психопатом, если бы не сделал этого. Ты не сопротивляешься, ты ничему не учишься. Бог создал нас для того, чтобы учиться и понимать самих себя, понимать других людей и понимать окружающий мир. А что я говорил раньше? Я уже говорил, что ты не усвоишь ни одного урока, если не будешь ценить что-то по достоинству. Обойдись без боли. Обойдись без боли. Так что тебе придется приложить немало усилий, чтобы чему-то научиться. Есть только два способа научиться чему-то: на собственном горьком опыте или еще более трудным путем. Если ты умен, ты можешь учиться на собственном горьком опыте. Но по моему опыту 99% жителей планеты учатся только самым трудным из возможных способов. Если этот урок окажется эффективным хотя бы на 85%, они совершат ту же самую ошибку. Только тогда, когда они полностью уничтожат какой-то элемент своей жизни, они будут сидеть сложа руки и восклицать: ой-ой, теперь я все понимаю. Ты можешь стать тем мужчиной, которым захочешь стать по своему усмотрению. В этом-то и заключается прелесть того, чтобы быть мужчиной. Ты можешь создать своего персонажа полностью с нуля, прямо как в видеоигре. Все, что есть во мне такого, за что люди уважают меня, я создал сам. Я не родился чемпионом мира по кикбоксингу. Я не родился таким умным или интеллектуалом. Я не родился таким богатым. Я не родился таким сильным. Я не родился таким уверенным в себе. Я не родился таким интересным человеком. Я не родился таким харизматичным, скромным, великолепным, высоким, сильным и сексуальным. Я не родился ни с чем из этого. Я сам стал таким, так что заслуживаю всех военных трофеев. И любой, кто решит, что не хочет достаточно усердно трудиться, чтобы стать таким, заслуживает того, чтобы сесть и смириться с тем, что он ниже меня по положению. Потому что даже твои предки, стоящие выше тебя, разочарованы в тебе, и твои отпрыски до конца твоей родословной будут смотреть вверх и говорить: мой прапрапрадедушка был неудачником, потому что я разбил ему сердце. И вот с тех пор мы находимся на мели. Ты никогда не будешь по-настоящему счастлив в своем уме, если пойдешь против Божьего учения. Мне все равно, сколько денег ты зарабатываешь. Если ты плохой человек, ты не будешь чувствовать себя счастливым. Мне все равно, сколько денег ты зарабатываешь. Если ты обманываешь людей, лжешь им или поступаешь плохо по отношению к людям, ты никогда не почувствуешь себя счастливым по-настоящему глубоко в своем сердце. По правде говоря, в глубине души мы изначально созданы для того, чтобы поступать правильно и творить добро. И это именно то, что дал нам Бог. И когда у тебя это есть, ты понимаешь, что это важнее всего остального. Если бы я сегодня потерял все свои деньги, я был бы точно так же счастлив. Если бы мой собственный капитал увеличился в 4 раза, я был бы точно так же счастлив.
До тех пор, пока я жив, а это, к сожалению, непростая задача в нынешних условиях. Но до тех пор, пока я жив, и люди, о которых я забочусь и которых люблю, живы, и до тех пор, пока я получаю. До тех пор, пока Бог дает мне честь выполнять свои обязанности и заботиться о людях, о которых я забочусь, до тех пор, пока я могу проснуться и знать, что есть шанс. В мире есть целая куча людей, которые нуждаются во мне, и я должен упорно трудиться, чтобы угодить им и принести пользу обществу и всему миру. Тогда, значит, я сосуд Божий, и я счастлив. Я достаточно счастлив, чтобы выжить. Вот и все, на что я смотрю. Я никогда не задумываюсь о том, что я чувствую, это не приходит мне в голову. У меня есть чем заняться. Я слишком занят. У меня есть дела, которые нужно делать каждый божий день. У меня есть очень важные дела, которые нужно сделать. И то, как я себя чувствую на самом деле, никак не повлияет на то, как я выполню эти задачи. И когда я разговариваю с мужчинами, они говорят, что я несчастлив или мне нужно быть счастливее. Я думаю, что это абсолютно неправильный образ жизни. Ты же мужчина. У тебя есть долг, у тебя есть честь, у тебя есть вещи, которые ты должен делать независимо от того, что ты чувствуешь. А также люди, которые постоянно одержимы счастьем или печалью. Я просто думаю, что это неправильная парадигма смотреть на жизнь сквозь призму реальности. Я знаю, что принял правильное решение, и я знаю, что он доволен тем решением, которое я принял. Многие люди расчувствовались бы и решили, что я должен пойти на похороны, и у меня случился нервный срыв, и я пошел на похороны, и мне было грустно, и так далее, и так далее. Я, конечно же, был расстроен. Мне, конечно же, было грустно. У меня, конечно, было разбито сердце, но я вложил в это всю свою энергию и работал усерднее, чем когда-либо. Я работал по 22 часа в сутки в течение нескольких месяцев, потому что не мог заснуть. Жизнь — это тяжелая штука. Жизнь — это очень трудная штука. Может быть, мне просто не повезло, во что я сам не верю, но у меня было так много травм, неприятных событий, негатива, стресса и всего остального, что со мной случилось. И я использовал все это для того, чтобы добиться колоссального успеха. Если бы я не был так настроен из-за той нагрузки, которую Бог возложил на мои плечи, я бы просто валялся где-нибудь в канаве. Я бы уже давно покончил с собой. Я не понимаю, как люди вообще функционируют. Если ты мыслишь не так, как я, и идешь по жизни с любым другим мышлением, тебе невероятно повезло, что Бог улыбнулся тебе и позволил большую часть времени сидеть сложа руки и колоть дерьмо. И ты еще не понес за это наказание. Я никогда не смог бы прожить такую жизнь, если бы был немного ленивым или немного хитрым, или если бы я лгал людям, я бы уже был мертв. Подумай о том, как сильно Бог любит тебя за то, что Он даровал тебе благодать и дал возможность тратить месяцы человеческого времени впустую из-за какой-то цыпочки. Мне нравится говорить о благословении с головы до ног. Если я потрачу впустую несколько месяцев, империи рухнут. В конце концов, я окажусь в камере или умру. Если я потрачу впустую несколько месяцев, то у меня будет чем заняться каждый божий день. Я не могу тратить впустую ни одного дня. Если ты идешь по жизни с любым другим мышлением, кроме гиперконкурентного, когда ты способен конкурировать с некоторыми из самых опасных людей на планете во всех их проявлениях, со мной и моей сетью, а также с моими конкурентами. Если у тебя нет такого склада ума, то ты должен понять, что ты избалован. Ты избалован своей реальностью, потому что здесь ежедневно встречается целая куча людей, которые терпят неудачу. Здесь есть люди, которые терпят неудачу ежедневно, и им еще предстоит ощутить истинные последствия этого. Они отказываются ходить в спортзал, хотя знают, что им следовало бы пойти в спортзал. Они терпят неудачу, потому что забыли свои ключи, и им потребовалось 10 минут, чтобы найти его. Они терпят неудачу, потому что неправильно ответили на вопрос, который им отправили в WhatsApp. Они терпят неудачу, потому что не улыбнулись тогда, когда должны были улыбнуться. Они не сказали пожалуйста и спасибо тому человеку, который им помог. Они потерпели неудачу, потому что не поздоровались с той девушкой, которая смотрит на них краешком глаза. Они просто постоянно терпят неудачу. Они идут по жизни, упуская все возможности и просто терпя неудачу, неудачу, неудачу. И каким-то образом мы построили общество, которое настолько мягкое, а Бог настолько щедрый и милосердный, что у них все еще есть где поесть и где поспать, и они все еще выживают. Это показывает, насколько милостив Бог к нам. Потому что до появления этого общества, по правде говоря, если бы ты был на таком уровне неудачника, ты был бы мертв. Это значит, что выживает сильнейший. И ни один из этих мужчин здесь не подходит для этого. У них неправильный склад ума. Действительность не соответствует действительности. Они абсолютно здоровы. Они неудачники. По сути дела, так оно и есть. Они просто неудачники. И они просто терпят неудачу каждый божий день. Моя цель — это я. Но знаешь, что завтра я пойду в спортзал. Ты всю свою жизнь терпел неудачи. Вот и все, чего ты добился, это потерпел неудачу. А потом ты сидишь и удивляешься, почему такие люди, как я, совершенно уродливы по сравнению с тобой. В современном мире так легко стать мужчиной высшего класса, потому что конкуренция настолько смехотворно низка. Таких убийц, как я и все остальные, насчитывается 2%. Я любитель с головы до ног. Они даже не могут ни на что обращать внимание. Они даже не могут ничего попробовать. Они же просто любители. Я никогда не встречал человека с фантастической жизнью, который бы не верил в себя полностью и безраздельно. Я никогда не видел, чтобы кто-то добился огромного успеха, и никогда не верил в себя. Я никогда не видел человека, который просто позволил бы жизни случиться с ним, сбился с курса из-за какой-то печали и в конечном итоге совершил бы грандиозные и важные поступки. Я никогда такого не видел. Нет ничего хорошего в том, что могло бы произойти в твоей жизни случайно. Если ты посмотришь на парня в фантастической форме в спортзале и спросишь, как тебе удалось прийти в такую хорошую форму, он же не скажет: ой, я не знаю. Он сейчас точно расскажет тебе, как ему это удалось. У него были планы на будущее, он тренировался рано, вставал, ходил в спортзал, занимался кардиотренировкой и так далее. Я надеюсь на это. Он не принимал стероидов. Будем надеяться, что он не принимал стероиды. Все хорошее, что может произойти с тобой в твоей жизни, должно быть очень и очень целеустремленным. Поэтому я спрашиваю тебя: хочешь ли ты стать богатым? И ты отвечаешь: да, я хочу. Я спрашиваю: каков твой план стать богатым? А ты отвечаешь: я не знаю, но сейчас мои шансы равны нулю. Если ты действительно хочешь разбогатеть, как ты сказал, то у тебя должен быть план, как это осуществить. Если у тебя есть 0% шансов достичь чего-то, хочешь ты этого или нет, ты должен находиться в таком состоянии ума, когда понимаешь, что все должно быть спланировано или подготовлено заранее. Вот
Вот так и устроена жизнь. Так что я встречаю множество людей, которые говорят мне: «О, брат, я бы с удовольствием разбогател». Ты говоришь: «Хорошо, круто. И как же ты собираешься это сделать?» Я даже не знаю, чувак. Этого никогда не случится. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы бороться изо всех сил. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы терпеть боль. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы просто посмотреть, как трудно нас убить. Я думаю, что пройти через ужасные вещи, пережить их и выйти на другую сторону – это одна из самых фантастических вещей в том, чтобы быть человеком. Я думаю, что как только ты понимаешь, в чем на самом деле заключается жизнь, у тебя почти не остается эмоций, которые не доставляли бы удовольствия. Единственная эмоция, единственное эмоциональное состояние, которое можно считать вредным, это вообще ничего не чувствовать. Но если ты сидишь дома и чувствуешь себя по-настоящему убитым горем, то, по крайней мере, ты чувствуешь что-то правильное. И я думаю, что в этом и заключается вся суть того, чтобы быть человеком. Я так не думаю. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы бороться. Я думаю, что мы здесь для того, чтобы пройти через боль. Так вот, я просыпаюсь каждый день и думаю, на что же я могу напасть? Какую проблему я могу решить? А также обращаюсь к истории. Почему Чингисхан проснулся и захотел завоевать весь мир? А почему Наполеон завоевал весь мир? А почему Александр Македонский завоевал весь мир? Просто проснись и просто скажи: дай мне это, дай мне это. Я хочу получить все это целиком. Мне это нужно. Там целая армия. Они действительно большие люди. У нас все лучше и лучше. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Тебе нужно идти вперед и побеждать. В этом и заключается цель жизни.